Возникало ли у вас ощущение, что ваши представления о мире далеко не полные и крайне недостоверные? А что, если некоторые вещи, в которые люди привыкли верить, не более чем миф и существуют тому доказательства? Если вы не боитесь открыть для себя истину, читайте дальше. Великая Китайская стена. Одно из чудес света, памятник, который нужно обязательно посетить, шедевр, древняя архитектура и настоящий подвиг. Все это Великая Китайская стена. Ее длина составляет 21 196 километров, а возраст исчисляется веками. Считается, что стену можно увидеть, даже находясь на околоземной орбите. Это действительно так, но точно так же можно увидеть оттуда и все остальные крупные сооружения на Земле. Существует также миф, что Великую Китайскую стену можно увидеть даже с поверхности Луны, причем невооруженным глазом. Он появился еще в 1754 году, то есть задолго до того, как люди вообще смогли посмотреть на Землю со спутника. В реальности ширина Великой Стены при взгляде с Луны была бы такой же, как у человеческого волоса, рассматриваемого с расстояния 3 километров. Так что все желающие увидеть стену своими глазами для этого должны совершать путешествие в Китай. Однако скоро и здесь смотреть будет нечего, хотя части к северу от Пекина и вблизи туристических центров были сохранены и даже капитально отремонтированы. Во многих других местах стена находится в аварийном состоянии. Иногда она служила источником камней для строительства домов и дорог местных жителей, иногда становилась жертвой простых вандалов. На некоторых кирпичах, которые позаимствовали жители деревень, вырезаны китайские слова. По словам ученых, это бесценные исторические артефакты, однако на деревенских рынках их продают по $78. В отчете Национального управления культурного наследия за 2012 год говорится, что 22% Великой Китайской стены просто исчезли и с каждым годом становится все хуже. Многие западные секции построены из глины, а не из кирпича и камня, поэтому более подвержены эрозии. Ветер, дожди, туристы и местные жители — все это приводит к стремительному уничтожению стены. Кто построил Великую Китайскую стену? В 2011 году ученые-археологи исследовали участок стены, который исследовать не разрешается и пресекается китайскими властями. Поразило их то, что бойницы в этой части стены были направлены не на север, где жили кочевники, а на юг, то есть внутрь Китая. Но тогда кто же и с какой целью построил столь грандиозный объект? Поможет разобраться с этим вопросом древняя карта, первый географический атлас, составленный Абрахамом Артелиусом в 1570 году. Там, где сейчас Дальний Восток, была Монголия и целых два Китая — Чайна и Катай, а по границе Китайской стены располагается страна Тартария, занимающая половину Евразийского континента. Но более не было никаких доказательств того, что на китайской территории жили славяне. И вот в 2013 году ученые получили анализы сосудов, найденных при раскопках в центре современного Китая. Письменность на сосудах была древнерусской рунической, а сама посуда — аналогично найденной в Средней Руси. Это позволило выдвинуть версию, что Тартарию и часть Китая населяли славяне. Вслед за этим на территории Китая были обнаружены мумии, которые оказались высокими европейцами с белой кожей и светлыми волосами. Похоронены они были со всеми почестями более 3000 лет назад. А на одной из них обнаружились следы сложнейшей хирургической операции. Генетические анализы показали, что эти люди были идентичны с современным населением средней полосы России. После этого открытия Китай свернул все исследования, и тема оказалась под запретом. В древнем китайском трактате, составленном в 300 году нашей эры, говорилось о том, что задолго до развития в Китае медицины белые люди приходили в Поднебесную, чтобы даровать ее людям здоровье, и обучали народ искусству врачевания. Китайцы называли их богами, пришедшими с севера, то есть из Тартарии. Но вот в чем вопрос. Если славяне так заботились о китайцах, что те именовали их добрыми богами, откуда же взялась стена? Древнерусские трактаты, легенды и предания говорят, что между славянами и цивилизацией дракона велась страшная война, в результате чего человечество оказалось на грани вымирания. Победа оказалась на стороне белой расы, и 7500 лет назад был заключен мир. Тогда же славяне создали свой календарь и вели летоисчисление по нему, от сотворения мира в звездном храме, который был заменен Петром I. Вот тогда и построили Великую Стену, которая ограничила перемещение народа дракона по территории остального мира. Георгий Победоносец, Егорий Храбрый, повергающий змея —
Это и есть символ победы белой расы над расой дракона. Кто жил на территории Китая в древности? Однако остался еще один вопрос. А что же это за цивилизация дракона? Кто были эти люди? Были ли они предками современных китайцев? Или же это была совсем другая раса? Китай как современное государство появился на картах всего в XV веке нашей эры. В китайской мифологии говорится, что начало их народу дал желтый драконбог. Он спустился на землю с неба в белом яйце, дал людям науку и письменность и стал первым императором Хуаном Ди. Его летательный аппарат мог превращаться в дракона и парить в облаках. Но первые китайцы не были потомками людей типа Адама и Евы. Их создал Хуан Ди со своими помощниками. Китайский народ единственный в мире, 90% населения которого имеет одну группу крови, вторую, что может служить доказательством того, что у всей нации был один первопредок. Кто же был первопредком человека? У каждой расы на Земле есть преобладающая группа крови. Европейцы — 1 группа, азиаты — 2, 3, евреи — 4. Русский народ носит в себе ген, возраст которого 50-60 тысяч лет, так называемый славянский ген. Каждый второй европеец также носитель этого гена. То есть вся Европа произошла от русских. Шумерские таблички говорят нам о том же. Все расы Земли были созданы искусственно путем генной инженерии. Ген богов внедрили в земное человекоподобное существо. Считается, что ученые сделали уже немало открытий в пользу происхождения человека от внеземных цивилизаций, но в массы эту информацию никогда не пустят. К примеру, антикитерский механизм, оказавшийся по сути компьютером, навигатором по космическому пространству. Или же каменное сооружение в Приморском крае, оказавшееся сделанным из моассанита, минерала, которого нет в таком количестве на нашей планете. А еще гранитные диски, некие цифровые носители информации, которую считать пока что люди не смогли. Артефакты, разбросанные по всему миру, большинство из которых нам до сих пор не под силу расшифровать, настойчиво говорят о том, как мало нам известно из истории нашей планеты и человечества, как мы произошли, кто наш первопредок, почему возникли расы. На все эти вопросы ученые до сих пор отвечают робкими гипотезами. Сегодня ученые выдвигают версию, по которой строительство Великой Китайской стены проводилось жителями древнего государства Тартарии. Найденные археологами артефакты доказывают, что на его территории проживали люди, которые имеют генетическое сходство со славянами. В старинных китайских манускриптах они описываются как белые боги. Археологические находки также показали, что развитие народа Тартарии было на довольно высоком уровне, что и позволило возвести такое массивное крепостное укрепление. Великая Китайская стена и интересные открытия были сделаны учеными, исследовавшими предметы, найденные на территории, принадлежавшей Тартарии. На обнаруженных во время раскопок вазах были найдены символы, которые очень сильно схожи с буквами древнерусского алфавита. Опираясь на это открытие, историки предполагают, что по соседству с Китаем проживали русичи. Правда, достоверной информации о том, когда и почему эти земли были покинуты ими, пока не найдено. Причины, по которым строилась Великая Китайская стена. Историки, исследовавшие древние записи и карты, берутся утверждать, что между жителями Тартарии и Китая долгое время продолжалась кровопролитная война. За многие годы сражений полегло огромное количество людей. Но воюющим сторонам удалось достигнуть мирного соглашения, после заключения которого жители Тартарии начали строить массивную крепостную стену. Некоторые ученые выдвигают гипотезу, в которой утверждается, что древним славянам все же удалось победить китайцев. Они ссылаются на найденные старинные записи, в которых содержится такая информация. Многие историки утверждают, что отражение той битвы находится на гербе столицы России, на котором святой Георгий поражает своим копьем дракона. Как известно, символом Китая является именно дракон. Исходя из этой информации, ученые сделали вывод, что на гербе показано, как русский народ победил китайцев. Практически каждая династия императоров Поднебесной занималась строительством Китайской стены. Крепостные сооружения простирались все дальше вдоль границы государства. Окончание возведения укреплений датируется XVII веком. Строительство было завершено императорской династией Мин. Возведенные в то время участки стены сохранились до нынешнего времени в прекрасном состоянии. Но построенные укрепления не помогли Китайской империи справиться с врагами. Кочевые племена постоянно пробирались через стену на территории Поднебесной, разграбляя поселения.
Существует предположение, что даже охрана, постоянно присутствующая на стене, часто пропускала врагов, получив за это солидное вознаграждение. Пока что ученым не удалось представить убедительных доказательств своей гипотезы, что китайская стена была возведена славянскими народами. В преобладающем большинстве версия подтверждается лишь предположениями, которых мало, чтобы она была признана мировым научным сообществом. Пока не доказано обратное, народом, построившим этот величественный архитектурный памятник, остаются китайцы. Особый интерес представляет собой версия Галанина, известного ботаника, совершившего десятки экспедиций, в том числе и в Китай. Этот исследователь считает, что Великая Китайская стена строилась для защиты от песчаных бурь пустынь Ала-Шань и Ордос. Он обратил внимание, что на карте, составленной в начале XX века русским путешественником П. Козловым, видно, как стена проходит по границе подвижных песков, а в некоторых местах имеет значительные ответвления. А ведь именно близ пустынь исследователями и археологами было обнаружено несколько параллельных стен. Галанин объясняет это явление очень просто. Когда одну стену заносило песком, возводилась другая. Исследователь не отрицает военного предназначения стены в ее восточной части, но западная часть стены выполняла, по его мнению, функцию защиты земледельческих районов от природной стихии. Бойцы невидимого фронта. Возможно, ответы в верованиях самих жителей Поднебесной? Нам, людям современности, трудно поверить в то, что наши предки стали бы возводить барьеры для отражения агрессии мнимых врагов, например, бесплотных потусторонних сущностей с недобрыми помыслами. Но в том-то все и дело, что наши далекие предшественники считали злых духов совершенно реальными существами. Жители Китая, как сегодня, так и в прошлом, убеждены, что окружающий их мир населяют тысячи демонических созданий, опасных для человека. Одно из названий стены звучит как место, где обитают 10 тысяч духов. Еще один любопытный факт. Великая Китайская стена тянется не по прямой линии, а по извилистой. И особенности рельефа здесь ни при чем. Если присмотреться, то можно обнаружить, что даже на равнинных участках она петляет. Какова же была логика древних строителей? Древние верили, что все эти существа могут передвигаться исключительно по прямой и не в силах обходить возникающие на пути препятствия. Может быть, Великая Китайская стена была возведена с целью преградить им дорогу? Между тем, известно, что император Цинь Ши Хуанди во время строительства постоянно совещался с астрологами и консультировался с предсказателями. Согласно легенде, прорицатели поведали ему о том, что принести славу повелителю и обеспечить надежную оборону государству может ужасная жертва, захороненные в стене тела несчастных, погибших во время возведения сооружения. Как знать, возможно, эти безымянные строители и сегодня стоят на вечной страже рубежей Поднебесной.